Сегодня будем анимировать собаку. Как обычно, это будет приближенный к игровому стилю персонаж. То есть, что это значит? Что он будет без текстур, он будет, очень прост, с простой сеткой. Ну, это, в принципе, то, что вы будете чаще всего видеть при анимации. То есть, с цветом, с текстурами анимируют реже аниматоры, чем именно, как я уже рассказывал, в черно-белом, в сером материале. Поэтому и у нас будет вот такая, можно сказать, низкополигональная модель собаки с уже готовым ригом. Я дам эту собаку на изучение, можно будет ее посмотреть, как сделан риг. Значит, здесь позвоночник сделан примерно так же, как я вам рассказывал в уроке по icast-spline. А лапы сделаны примерно, как я рассказывал, по стопам человека. То есть тоже есть, как и у стопы человека, главный контроллер, и есть вспомогательные контроллеры, которые приподнимают ногу и крутят ее. Вот, это потом я этот файл скину, вы сможете его изучить, посмотреть, как оно все сделано. Окей, сегодня, значит, мы будем анимировать собаку. Ну, чтобы не растягивать урок на несколько, там, на 3-4 часа, мы, естественно, будем анимировать не прям вот кинематографического качества, но будем стараться так, чтобы выглядела более-менее достойная анимация. И чтобы видели вы основные манипуляции, которые я использую именно в своем стиле анимирования. А именно, я довольно редко смотрю референсы по анимации. В принципе, я все же советую смотреть референсы, то есть видеореференсы, видеопримеры того, как прыгает собака, например, бегает, или кого кошка, кого вы, смотря кому вы анимируете. Но все же вам может, а то и чаще всего может попадаться персонаж, которого, например, не существует в природе. Конечно, вам повезет, если в природе будет приблизительно похожий персонаж. Тогда вы можете просто какие-то идеи брать, посмотрев в Ютубе том же, и примерно то же самое применять в своем. Но чаще именно сами уникальные персонажи, естественно, хотят уникальных анимаций. Вот, поэтому вы, конечно же, учитесь вначале делать анимацию по видеопримерам, видеоматериалам каким-то из интернета, это называется видеореференсы. Но в дальнейшем пробуйте анимировать что-то из головы. Значит, как анимировать из головы? То есть вначале вы просто садитесь, закрываете глаза, ну, типа а-ля медитация, да? И вы пытаетесь представить себе в начале этого персонажа, этого или человека, или персонажа у себя мысленно в голове, то есть как будто вы на него смотрите. А потом вы должны представить, как, например, этот персонаж мог бы двигаться. Вот если у вас есть определенное движение. То есть мы сегодня будем анимировать прыжок собаки. Вот, если, например, представить, как она прыгает, то вот с чего это начнется? То есть как она будет вначале перед прыжком приседать, на какие лапы, на передние, на задние, в какую сторону она будет прыгать, вперед, назад. То есть вы должны, там, в бок, например, вы должны это все себе в голове представить. То есть вы должны какую-то составить картину анимации, которая у вас будет ну, придумана в голове с начала и до конца. То есть вы не можете вначале просто брать и делать абы что, типа, ну, какое-то движение там вперед или назад. Почему? Потому что вы застопоритесь, и у вас получится не прыжок, а что-то другое. Поэтому нужно по-любому вначале это представить в голове. То есть собака, например, значит, это у нас контроллер, который двигает всей собакой. Здесь у нас есть 3 контроллера спины, которые могут перемещать, вращать отдельные части торса и части тела собаки. Вот. Например, вот, если мы хотим опустить, да, крутим и опускаем. Ну и посередине вращать здесь нельзя, но можно таким образом перемещать, то есть делать горб.
скажем так. Вот, соответственно, здесь есть шея, голова, 2 контроллера на шею, на голову. Тоже все. Ну и лапы. Хвост сделан просто по-простому. Просто констрейны на кривые. Вот, и лопатки. Лопатки, они как и на перемещение. Иногда понятно, что как бы перемещение здесь главное не переборщить, нужно аккуратно с этим. Но, тем не менее, здесь перемещение есть и здесь есть. Вот тут, по идее, это как бы фиксированный сустав. То есть, если в отличие от лопаток, например, которые могут ездить, здесь все окей, то вот здесь ничего ездить не может. Но для того, чтобы в некоторых ситуациях, прям, когда нога у собаки куда-то не достает, а тебе, ну, прям очень нужно это сделать, такое бывает, иногда можно попробовать вот этим контроллером помочь. Здесь у меня сейчас по какой-то причине залочены ротейты. Можно посмотреть по какой. Можем их разлочить делается. Ну вот, например, сейчас здесь только транслейты. Как разлочить, например, ротейты? Нужно зайти в Channel Control. Давайте зайдем и найдем наш rotate. То есть это все атрибуты, которые просто их не видны здесь. Но их можно все добавить. Rotate. Вот, выделили. И нажмем сюда, в это окошко. Все. Ну и сделаем unlock. Посмотрим, по какой причине это было разлочено. Ага, там constraint не подсоединен. Ну, это тоже, в принципе, можно исправить на кость, кинуть constraint. То есть, почему, скорее всего, здесь у меня не был использован rotate? Давайте я сейчас отмотаю все назад. Пусть так и будет. По той простой причине, что здесь у нас используется ИК. То есть ИК и так двигает эту бедренную кость куда нужно. То есть этим я всего лишь иногда добавляю, скажем, ну, длину ноги. Но это, конечно же, так в природе не должно быть. Но мы иногда делаем вот такие вот хитрости, которые в каких-то резких там движениях, наоборот, добавляют красоты. То есть, значит, и последнее, что скажу, это полвектора. Вот. На задние лапы. Ну и здесь есть еще на передние лапы. То есть, значит, так как у нас колени, ну не колени, а вот этот сустав можно сказать, коленный сустав у собаки на задних лапах, у нее как бы в эту сторону, как у человека, то у передних лап у собаки вот это вот этот сустав, он в обратном направлении работает. Поэтому, соответственно, и полвектора выдвигаются в эту сторону. И можно ими крутить. То есть вот так вот. А эти крутят вот так вот. Значит, ну это все, в принципе, в риге. Здесь ничего сложного. Есть еще на мордочке несколько контроллеров. Там, ну и поднимают, это для рыка, поднимают губу. Вот, там язык тоже. Вот, это сейчас нам не понадобится, и нос. Вот, а глаз нету. В общем, значит, как я уже сказал, вы должны представить это движение в голове. То есть, как вот, начиная с того, как собака приседает, да, на какие-то, на задние или на передние, как она потом у нас отталкивается, каким образом она будет отталкиваться. То есть, она, конечно, вначале будет отталкиваться передними лапами, да, потом, когда уже она оттолкнется передними лапами, она там немножко назад вот так отойдет и начнет отталкиваться задними лапами. Ну, я сейчас покажу с такими искажениями, ну, как бы не обращать внимания. То есть она отталкивается, да, потом она, например, ловит какую-то там палку на лету, она делает, к примеру, разворот, к примеру, вот так как-то хватает ее. Ну, потом, после того, когда она ее схватила, у нее еще немножко шея там как-то изогнулась сюда, пошла, да, тело тоже вывернулось, вот так. Она ее схватила, потом ее по инерции разворачивает сюда. На ноги не обращайте внимания. И по инерции она летит вниз, приземляется, то есть она летит все более горизонтально, ну и приземляется на 4 ровные лапы, а потом после этого у нее происходит, так как уже лапы приняли вес тела, у нее происходит осадка тела, то есть вот так, там голова, конечно же, с шеи уходит вниз, потому что у них вес есть, то есть вначале тело приземляется, потом голова, ну и морда. А после всего, когда оно все это дело вниз ушло, ну и задняя часть тоже
потом уже начинает опять выравниваться и опять становится вот в свою позу, только уже развернуто головой сюда. Давайте отмотаю, как было, сделаем. И попробуем это сделать, как будто у нас собака, ну, ловит что-то на лету, ей летит, к примеру, палка. Можем потом в будущем даже заанимировать палку, ну, пока не будем. То есть как будто вот что-то здесь пролетает. Ну, давайте какой-то шарик. Так, отцентровал я его по собаке. Ну и как-то он здесь будет пролетать, например. Значит, сейчас мы его очень-очень произвольно его полет сделаем. Как-то так. И сделаем здесь его равномерное движение. То есть тангенс у нас будет линейный. Вот. Ну, я думаю, можно еще его ускорить сильнее. То есть как-то вот так. Как-то здесь. Ну, чтобы расстояние между точкой А и точкой Б было больше. Вот. Ну и пусть собака будет пытаться допрыгнуть. Я думаю, это высоковато довольно. Можно опустить, можно Translate Y выделить всю кривую и опустить. Не так сильно. Как-то вот. Сейчас посмотрим. Достанет, не уверен. Ну вот на такой высоте, думаю, будет достаточно. Все, то есть шарик будет пролетать. Все, он у нас летает, на нем ключи есть. Окей, давайте начнем анимировать. Значит, первым делом, конечно же, нам ее надо выставить в позу. Ну, давайте сделаем простую позу. То есть мы можем, конечно, ухищряться, делать какую-то там красивую позу. Ну, сейчас мы сделаем просто такую какую-то простую позу. Она и так, в принципе, сейчас стоит в позе собаки. Ничего больше не надо. Поэтому просто выделяем все контролы. У нас сейчас стоит фильтр именно кривых. И на все контролы нажатием кнопки S ставим ключ. То есть это у нас будет ее базовая поза, с которой она сейчас будет совершать прыжок. И, конечно же, давайте попробуем начать вот с этого главного контроллера. То есть сделаем вначале, как мы делали анимацию именно для тела. Сделаем именно движение в начале самого тела. Ну и вначале проиграем наш таймлайн. То есть просто посмотрим, значит, у нас здесь выставлено 30 кадров в секунду, надо проверить. У меня также выставлено в сантиметрах, на всякий случай. Вот. Ну и первым делом, как я уже сказал, собаке нужно присесть. То есть вначале она у нас начинает приседать ровно, да, а под конец приседания она немножко вот так вот больше заваливается назад. Давайте так сделаем. Но тут нужно понять, в каком кадре это делать. Давайте проиграем. Значит, собака, так как шар летит, естественно, она это будет делать резко. То есть она будет как бы прям интенсивно пытаться приседать. Я думаю, попробуем 6 кадров. И опускаем ее так, назад, прокручиваем. Где-то вот до вот этого значения. И давайте также прокрутим ноги, чтобы они вот так не искажались. Где-то так. И посмотрим, что у нас с полвекторами. Тоже полвектора опустим, чтобы поменьше было искажений. Так, ну сейчас все равно присутствует искажение. Вот колени, будем это исправлять. Немножко таз подогнем. И, наверное, еще. Здесь поработаем немножко, чтобы убрать проблему с изломом конечностей. Ну, как-то вот уже более-менее вырисовывается картина. Еще чуть назад. Не обращайте внимания вот на вот эти искажения. На самом деле это не очень правильно, когда вот так лапа выгнута. То есть по-хорошему здесь нужно использовать вот этот контроллер, а вот здесь лапу выравнивать. И потом вот этим главным контроллером опускать к полу. Ну, мы не будем сейчас настолько прям подробно это делать. То есть опустилось и хорошо. Этого достаточно. Так, и еще я хочу еще ее чуть ниже посадить.
Вот. А у передних лап мы тоже, конечно же, делаем в ту сторону направление. Ключи у нас автоматически ставятся. И давайте посмотрим. То есть вот она у нас садится. Ну, мне не очень нравится, она сильно прям назад отклоняется, прям как будто она вперед хочет прыгнуть. Поэтому нам нужно будет еще чуть-чуть поработать вот с позой лап. Где наш контроллер? По-моему, вот эти два контроллера, которые крутят. Вот как-то так. Пусть там чуть-чуть оно пролазит, если мы отобразим сетку, да, чуть-чуть пролазит, но в резкости анимационных движений это не так будет заметно. Вот. Пусть пока будет так. То есть, значит, собака сейчас приготовилась, чуть-чуть я ее выгну. То есть она такая, как бы готова на низком старте. Вот, возможно, пока мы не будем выгибать позвоночник. Наверное, вот. То есть, почему я это кручу и возвращаю на место? То есть, смотрите, я, так как я уже сказал, я работаю, мой стиль анимирования — это крайне редко использовать референсы. Только тогда, когда какой-то там, животное какое-то, например, какой-то бобер, да, я не знаю, как вообще ведет себя бобер в живой природе. Тогда я посмотрю, как он себя ведет, и просто посижу где-то минут 15, поизучая его повадки, а потом запомню в голове, буду пытаться изредка подсматривать и что-то вот делать свое. Поэтому я сейчас кручу и смотрю чисто вот в голове, нравится ли мне эта поза или нет. Вот это мне поза не нравится, вот это мне тоже не нравится, ну, что-то в ней не то, правильно? И я стараюсь просто подобрать какую-то нужную позу, которая мне понравится. То есть я с каждым ключевым кадром приблизительно так работаю. А мы сейчас выставляем именно ключевые кадры. Ну, как мы это делали раньше. Ну, и я сейчас предполагаю, что у нас спина не будет прогнута. Она у нас будет прогнута, когда мы будем отталкиваться. Ну, то есть как бы собака будет пытаться вверх максимальным усилием оттолкнуться, и позвоночник будет тянуть как бы к небу. Поэтому пока она просто смотрит на мяч, который к ней летит. Тоже мне немножко эти лапы не нравятся. Но в процессе анимирования мы будем потихоньку их подправлять. Значит, у нас сейчас получилось вот такое движение. Довольно резкое. Его можно потом будет сглаживать, но сейчас нам нужно просто задать основные моменты. Вот, дальше. Какое дальше будет движение? Так, я сохранился. Значит, следующим движением, буквально пару кадров, ну попробуем возьмем 2 для начала, у нас будет слегка опускание тела, то есть задница у нас должна остаться на том же месте, но тело вот немножко должно вот так вот прокрутиться, не сильно. 2 кадра иначе будет мало. Ну, то есть вот такой эффект, как будто зад уже дальше не может опускаться, но передняя часть еще у нее есть возможность чуть опускаться. Это немножко добавит реализма. Только вот я думаю, может стоит попробовать добавить 3 кадра. Но если будет вяло, я тогда верну опять на 2. Да, наверное, будет вяло, пусть пока будет 3. Поставлю ключ еще раз. Все. И, значит, у нас получилась вот такая же анимация. И теперь будет прыжок. То есть мяч еще до нас не долетел, но собака вот уже на него смотрит. Вот. И дальше она будет делать рывок. Значит, рывок, я думаю, попробуем сделать где-то 13, значит, с 8 по 13 кадр. Предполагаю, что этого достаточно. Сразу поставим ключ. Угу. Только к 13 у нас наш шар еще не подлетел. Давайте сделаем так, чтобы он вот в этот момент приблизительно уже здесь находился. Ну, чтобы собака в воздухе у нас не зависала. То есть у нас шар двигается по оси Z. Давайте подвинем ось Z, как мы это делали с Y. То есть можно вот так двигать. Вот где-то уже вот здесь близко. Собака будет недолго зависать в воздухе. Ну и в 13 кадре мы ее поднимем
на какую-то определенную высоту. Возможно, я еще поменяю высоту шара. Давайте уже прямо здесь сейчас это сделаем. Потому что уже вижу, что немножко собака довольно высоко прыгает. Вот. Значит, у нас вот получилась вот такая вот анимация. Все же я считаю, что довольно резко она подпрыгивает. Ну, это прям реально, как будто ее кто-то толкает снизу. Это сильный прям прыжок. Поэтому я даже не 13-м, я сдвину немножко ключи вперед к 14-му. Вот, а может даже к 15-му. Посмотрим, как будет. То есть я вот делаю ключевой кадр и смотрю, нравится ли мне движение или нет. Может ли она успеть за это короткое время оттолкнуться и схватить мяч. Не уверен, поэтому я увеличиваю вот это расстояние. То есть это же у нас время, да? Вот, ну хорошо, давайте продолжать. Значит, у нас есть теперь момент, когда собака вот делает вот такое движение, то есть она на нас немножко поворачивается. А если она поворачивается на нас, то значит вначале у нее был какой-то импульс. То есть вот она сразу начала, видите, поворачиваться, да? Ну, таз не поворачивается. Почему? Потому что у нас лапы ее тянут. То есть если так отодвинуть лапы, то у нее, в принципе, таз повернется. Ну, там еще полвектора тоже. То есть сейчас мы с основным контроллером работаем. Поэтому, конечно же, если у нее есть импульс, то нужно уже готовиться к такому повороту еще заранее. Значит, она чуть-чуть должна изначально опускаться немножко криво. Вот в этих предыдущих двух кадрах. Почему? Потому что, ну, ей нужно как бы оттолкнуться. Она не может прям сразу же пойти туда поворачивать. Ей нужен вот это вот называется предвосхищение. То есть всегда любое действие, которое делает живое существо, оно не может прям вот сразу, например, с нулевого кадра взять и прыгнуть вверх. Так это не происходит. Живое существо, даже если вы этого практически не замечаете, вот там как коты прыгают резко, например, когда их напугать, да, они, если снять на высокоскоростную камеру, все равно видно, как они чуть-чуть перед прыжком опускаются вниз, а только потом начинают пружинить. Поэтому здесь по-любому должно быть какое-то действие перед нашим главным действием. Поэтому собака будет готовиться, то есть она будет наклоняться и, скорее всего, может чуть даже проворачиваться. Ну, для того, чтобы лучше оттолкнуться от пола. То есть вот она. Давайте отключу кривые, будет лучше видно. Вот видите, сзади, оп. То есть она как бы опускается и сюда отталкивается. И такой эффект получается. Эффект закручивания. Если она будет слишком медленно это делать, конечно же, мы это ускорим. Но сейчас нам главное это просто сделать ключевые кадры. То есть так как у него сейчас тоже, видите, таз уходит в эту сторону, то может стоит попробовать немножко вот выровнять. Ну, сейчас посмотрим. Может и не понравится это мне. Да, не будем пока что это делать. Давайте просто продолжать по ключевым. Значит, собака ловит. Ее дальше по инерции начинает разворачивать. Так как у нас она будет лететь сюда, в эту сторону, соответственно, она и должна как бы прыгнуть не ровно вверх там или, например, вперед, а прыжок должен быть больше как назад. То есть, скорее, она вначале отталкивается передними лапами, а задними уже добавляет инерции. Соответственно, она летит вверх и немножко ее отодвинем назад. Давайте посмотрим. И так как она назад будет у нас приземляться, мы ее еще немножко повернем вот по такой оси. Вот. И давайте дальше. Значит,
через 2-3 кадра она хватает, там, или через даже 4, посмотрим, хватает ртом мяч. Пока, естественно, мы это делать не будем. Но мы зато сейчас продолжим ее полет. То есть попробуем вот столько кадров ей дать на полет. За это время она у нас успеет, давайте даже пока что с World поработаем, успеет развернуться на какой-то там градус и успеет даже немножко опуститься обратно вниз. Давайте посмотрим, что там получается. Получается, у нас сейчас с вами Эйлер, то есть проблемы с Эйлером, это у нас наши кватернионы. То есть, когда вот собака вот так вот себя странно ведет, то есть вроде мы хотим ее развернуть, но нужно сделать Эйлер-фильтр, о котором я рассказывал, чтобы кривые выровнялись, и сейчас собака продолжила свой маршрут. Значит, дальше. Она не просто будет вот так вот крутиться, как кувшинка на одном месте. Так как сейчас мы оттолкнулись, да, и теперь собака готовится обратно приземляться, а приземляться она будет на 4 лапы, то логично сейчас поднять обратно таз, то есть, ну, сделать так, чтобы она более-менее была более горизонтальнее. И сделать поднятие таза. То есть у нас, наоборот, голова опускается, а таз поднимается. Вот такое движение. Но сейчас оно такое довольно, видите, ускоренное. Поэтому есть два варианта. Ну, насколько ускоренное? То есть здесь собака крутится еще как бы не сильно, она провернулась не на сильно большой угол. А вот за вот этот промежуток времени, видите, она уже провернулась больше, чем на 90 градусов. Поэтому попробуем это нивелировать, чтобы вращение было более-менее равномерным. Попробуем или здесь сильнее развернуть. Так, стоп. Посмотрим, что будет. Ну, наверное, слишком многовато. Ну, то есть как-то слишком резко. Попробуем, значит, тогда в таком случае еще не так сильно поворачивать не на такой угол ее здесь. Ну и здесь чуть-чуть буквально сделаем вот так вот. Вот так вот, значит. И, наверное, еще добавим чуть больше кадров. Значит, у нас получилась такая анимация. Собака подпрыгивает, ловит. Нет, наверное, будет слишком высоко. Наверное, скорее всего, она будет здесь уже у нас приземляться начинать. Но таз будет продолжать идти вверх. Да, вот где-то так. Наверное, еще я немножко ее в этом месте поверну. Посмотрим. Может, это слишком много времени для прыжка. То есть... О, вот так вот, наверное, мы пока оставим. А здесь, наоборот, удлиним. То есть, видите, можно с помощью ключевых кадров посмотреть, как оно будет. И если нам не нравится, где-то быстрее, где-то медленнее, мы можем просто двигать ключи и где-то ускорять, где-то замедлять между ключевыми. Наверное, я все же не буду так сильно наклонять. Если я хочу сделать красоту, типа поднимать таз, но рано, мне кажется, еще так тело сильно наклонять. Поэтому можно вернуть назад. Чуть замедлилось. Так. Да, еще чуть вернем. Вот, окей, пусть пока будет так. И приземление. Допустим, где-то в 27 кадре собака продолжает наш разворот. Например, уже на 180 градусов. Где-то вот так. Не на 180, а чуть меньше. 165-170. И уже в этом месте она у нас касается лапами пола. И уже она при этом касании она будет у нас практически горизонтально полу. Вот как-то так. Теперь, значит, давайте опять оттачивать тайминг. То есть тайминг — это
когда мы делаем правильный, вот, скажем, правильную скорость в разных участках наших между ключевыми кадрами. И вот сейчас сразу видно, что не соответствует. То есть если здесь у нас собака вот относительно плавно прыгает, то дальше она резко прям падает вниз. Поэтому давайте вот этот опять момент, где ловит, мы его чуть опять ускорим. То есть, соответственно, мы вот эту часть ускоряем, а эту замедляем, этот промежуток. Ну и вот у нас получается такая анимация. Ну и, конечно же, дальше у нас уже будет приземление. Ну, думаю, достаточно 3 кадра. Приземление до пола. То есть ноги будут просаживаться как амортизаторы. Вот. Можно даже голову, так как она тяжелая, наклонить вниз. И где-то вот столько кадров, выравнивание обратно в позу. Смотрите, как можно сделать быстро позу. Можно просто скопировать сюда нулевой кадр, но так как собака у нас будет тогда разворачиваться, мы просто ее развернем на 180 градусов, минус 180, и подвинем вперед. Ну, там, где она, в принципе, должна быть. Сейчас может, конечно, сработать кватернион, но вроде не сработал. Так, значит, вот у нас сейчас получилась приблизительно вот такая анимация. То есть это всего лишь с помощью одного вот этого контроллера, который в форме буквы S. Ну, если с этой стороны смотреть, то S. У нас получилась вот такая анимация. Ну, сверху чуть-чуть видно она. Да, она вот здесь у нас уже здесь должна быть на 180 градусов. Можно ее даже больше развернуть, а вот так для красоты, она потом будет возвращаться. Ну, так только не переборщить. Окей, давайте теперь, то есть основные ключевые позы, но у нее, естественно, не хватает гибкости. То есть, по сути, она сейчас как бревно. Так, сейчас посмотрим. Наверное, я еще немножко сделаю такой эффект. Я ее, наверное, все же здесь вперед чуть подвину. Зачем? Ну, чтобы она же у нас назад прыгает, поэтому предвосхищение у нас будет немножко вперед. Чтобы больше дать как бы усилия на передние лапы. Чтобы вначале передние лапы видно было, что отталкивают собаку, и она назад летит. Ладно, давайте, это всего лишь ключевые кадры. Здесь, конечно, красоты нет. Давайте сделаем лапы. Начнем, пожалуй, с передних. Какая, в принципе, разница. Значит, собака у нас уже есть вот эти вот прокручивания. Собака, когда у нас прыгает, а потом резко отталкивается, то есть вот эти вот еще несколько кадров, она все равно еще продолжает подгибать лапы сюда. Как я уже сказал, мы не будем сейчас использовать этот контроллер, это долго, там придется компенсировать вот этими штуками. То есть если мы будем поворачивать вот так, нам придется когти возвращать вот так, это долго. Будем опускать вот таким образом, вот этими. И так как у нас собака здесь приседает, а здесь у нас уже есть нагрузка, то нужно вот сделать этот эффект, как будто она нагружает вот этот участок лап. Ну, только не переборщить, видите, чтобы излома сильного не было. То есть нужно просто показать, что нагрузка здесь присутствует. Ну, вот как-то так. Как можем помнить, здесь у нас 2 кадра между кадрами, но я делаю 3 кадра. Это есть такой, как бы, способ, как
анимирование как запаздывание на пару кадров, там на 1-2, когда части тела немножко отстают. Ну, добавляет живости, красоты, так, в принципе, и надо анимировать. Значит, отталкиваемся. То есть здесь у нас уже лапы, ну, эти штуки выравниваются. И давайте, так как мы уже выровняли, давайте теперь возьмем главные вот эти вот контроллеры, которые перемещают лапы. Давайте с ними поработаем. Значит, в 6-м кадре они ничего не делают. В 8-м они тоже, даже в 9-м они тоже ничего не делают. А вот после 10-го, то есть 10-й тоже ничего не делает. Вот после 10-го собака уже улетает в космос. Поэтому можно уже за собакой лапы тоже кидать. Ну и по этим ключевым кадрам я делаю так. Значит, беру вот эти контроллеры. И последним выделяю контроллер, на который мы ключевые позы ставили. И просто проставляю ключ, ну, чтобы на лапах тоже проставились ключи. И теперь я работаю только с лапами. У нас здесь уже проставлены ключи в нужных местах. И сейчас будем просто работать с лапами. С лапы улетают вверх. Ну и давайте мы тоже за ними. Ну и так работает, что лапы остаются на месте. Вот, не забываем, конечно же, и полвектора тоже забрать. То есть, чтобы не выворачивал локти где-нибудь. Ну, один, конечно же, полвектор сюда, потом второй полвектор сюда. Вот. Ну и смотрим, чтобы не были у нас суставы погнуты. То есть не должны в неестественных позах быть. Ну, как-нибудь так. Давайте посмотрим, что будет. Значит, в 10-м кадре еще на земле, а в 11-м уже взмывают вверх. Ну и в 12-м начинают плавно подниматься. Но мы сделаем так, чтобы в 12-м они еще были довольно ровные. Ну, потому что собака, она как бы имиш отталкивается, да, и нужно сделать вот этот эффект, что как будто она с силой отталкивается, еще какое-то время лапы тянутся к полу. Поэтому еще в 11-12 у нее они еще будут ровные. То есть прям даже лучше это и лопатками добавить. Ну, не будем пока этого делать. Вот, ну и только после 12-го кадра можно чуть-чуть их уже начать сгибать. Вот, но в 15-м они уже здесь вверху. Давайте дальше уже на 20-й. Можно скопировать 15-й в 20-й. И отсюда просто будет легче их править. Просто сюда перенесем, немножко подкрутим. Они тоже где-то еще будут перед собакой. То есть можно для красоты один сделать чуть выше, другой чуть ниже. Тоже посмотрим, чтобы не было никаких искажений. Но сильно сейчас не надо выставлять. Почему? Потому что мы же еще будем править саму собаку потом. И просто нет смысла прям идеально выставлять, потому что может быть такое, что много чего поменяется. Значит, ключевые кадры в 20-м. Давайте полвектора тоже чуть-чуть посмотрим. Ну, в принципе, они более-менее нормальные. И дальше у нас ключевые кадры здесь. Я полвектора проставляю и здесь. Ну и, соответственно, давайте доделаем лапы. Значит, тоже скопируем, что так проще будет, с 20 в 27. Вот они сейчас остались. То есть я скопирую 20 и 27, и они вот сейчас остались на месте. Ну, мы их потянем за собакой вниз. И когда она будет делать такое приземление, она, конечно же, будет стараться уже тянуть лапы к полу для того, чтобы мягко приземлиться на них.
Ну, это будет как-нибудь вот так. Раз. И как-нибудь здесь. 2. Ну, вот так примерно. Опять скопируем 27 в 30. То есть они уже в этом кадре коснулись лапами пола. Я думаю, они даже раньше коснулись. Как-нибудь вот так посмотрим. Ладно, да, они раньше, конечно же, коснулись, пока не будем на этом акцентировать внимание. И последним тоже скопируем кадр в 35. И оставим сейчас их пока вот так. Значит, легко будет очень сделать ровные лапы. Это вот в 35-м сразу их выставить вместе с полвекторами, чтобы вот так вот у нас колени, не, ну, эти локтевые, можно сказать, не выгибало. Ага, вот он. Сейчас все подровняем. Так, эту лапу так, эту тоже ровно. Ну, то есть мы как бы перейдем к той позе, в которой собака была в самом начале, в первом кадре, когда она смотрела туда головой. Вот. Ну и, соответственно, теперь, так как мы выровняли по телу собаки, конечно же, нужно в 30-м кадре тоже чуть подровнять. Скопируем. Вот. Ну а в 27-м тоже. То есть собака будет стремиться сюда приземлиться. И дальше мы, конечно, займемся торсом. Ну и давайте посмотрим, что вообще у нас здесь получилось. Так, я немножко еще подправлю, я уже просто прокрутил. Вижу, что у нас получается уже. Так, давайте для красоты добавим прогибание вот этих вот контроллеров в тех же кадрах. То есть я проставляю ключевые, ну и здесь тоже. Вот эти вот, которые прокручивают наш сустав, давайте их сделаем. Ну, здесь, ладно, здесь они пусть будут вот так, а вот здесь уже это у нас идет касание, ну и сильный прогиб. Получается эффект пружины такой. Ну, вот, получается такая уже анимация. То есть приземляется, так, сохранюсь, приземляется, летит, лапы летят за ней, выравнивает лапы и приземляется на пол. Так, небольшая ошибка есть. Здесь у нас вот эта лапа, она немножко съезжает. То есть здесь она у нас, мы ее вперед подадим. Ну, то есть если посмотреть, теперь нормально. Значит, еще какая здесь ошибка, это с торсом. Соответственно, если собака вот так прокрутилась и сюда летит, ну, давайте и дадим ей и проворот по корпусу тоже. Ну и посмотрим наши полувектора. То есть просто мы в ключевых кадрах выставляем, чтобы были красивые позы. Ну, всего лишь. То есть здесь работа именно с позингом. То есть мы сейчас просто выставляем, чтобы собака выглядела красиво. Так, давайте дальше прокрутим. То есть мы здесь в 27-м прокрутили, здесь нет. И я еще, наверное, перед этим чуть смещу ее в бок, ну, чтобы было ей куда уходить. То есть у нас же собака, как бы у нее есть инерциальный момент, то есть она вращается, да?
и ей нужно погасить его. То есть она вот будет пытаться немножко под углом, например, приземлиться. То есть как само тело, так и ей нужно будет немножко пространства, чтобы погасить вращательный момент. Поэтому, наверное, не будем сейчас сильно тут в обратном направлении вращать собаку. Потом, если что, доработаем. Так, отсюда я вижу, что не стоило бы так сильно резко опускать голову вниз. Так, ну сейчас по ощущениям она вот очень сильно отталкивается. Вот если смотреть отсюда, она очень сильно отталкивается назад. Прям очень сильно. Но назад далеко не летит. То есть, по идее, она с таким усилием должна вообще аж сюда улетать. Мы можем сейчас это исправить. Так как мы далеко еще не зашли, просто в каждом ключевом кадре мы ее немножко подвинем. Так. То есть пока это главные контроллеры, с которыми мы работали. Значит, как я уже сказал, собака отталкивается сильно назад, но потом вот здесь она назад летит, то есть она была здесь, а потом, видите, она прям очень отклонилась назад, а дальше она перестает лететь назад. Это ощущается, давайте просто в каждом ключевом кадре ее чуть подвинем назад, и будет сейчас больше эффекта, как будто она летит назад. И, соответственно, и при приземлении мы ее тоже будем, ну, тоже отклоним, чтобы она как бы больше туда улетала. Ну, конечно же, в каждом ключевом кадре тоже, то есть... Вот, и в последнем тоже. Вот. А тут можем, наоборот, приглушить вот этот эффект отталкивания. Ну, сделать, вернуть назад собаку, сделать, чтобы не так сильно. Ну вот, по сути, немножко получилось этот момент сделать, но еще пока недостаточно. Я здесь ее немножко верну назад. Почему? Потому что, чтобы был эффект, как будто и таз прокручивается. То есть, чтобы она не у нее центр вращения был не вокруг таза, а вокруг самой собаки. Немножко туда-сюда. Подвигаю ее. То есть вы вот делаете позы, да, а потом крутите ее, двигаете и смотрите, нравится ли вам то, что происходит на экране или нет. То есть, ну, может ли так, например, животное летать, двигаться, да? Ну, вот сейчас явно что-то не то. У него таз сильно назад уходит. Значит, возвращаем. Ну, давайте пока оставим так. То есть мы сейчас будем ее еще дорабатывать. Я опять выделю только один этот контроллер. Посмотрю, что можем еще сделать из простого. Например, если мы для красоты попробуем сделать, что собака как бы крутится. Так, как это кватернионы у нас где-то. Давайте L сделаем, посмотрим. Нету. Вернем, значит, этот момент назад. Не будем так прокручивать. А если мы сделаем вот так? То есть, как я уже сказал, каким образом я анимирую без референсов. Я просто беру в каждом ключевом кадре, ставлю какую-то позу. А потом добавляю какие-то изюминку. Ну, пытаюсь посмотреть, что будет. Вот если я, например, чисто ради любопытства. Что будет, если я прокручу собаку очень сильно? Вот что будет? Вот будет что-то подобное. И я смотрю, нравится ли мне это или нет. Вот, допустим, я на чуть-чуть прокрутил сейчас сюда. Вот уже есть такой какой-то эффект резкости, что ли. Сейчас, так как голова очень быстро летает, мы попробуем нивелировать это все дело. Ну, вот уже такой довольно приятный эффект получается.
То есть вот я прохожусь просто по основным ключевым кадрам. И смотрю, что из этого выходит. Ну и потом, естественно, не забывайте смотреть со всех сторон. Потому что у вас с одной стороны может собака довольно красиво себя вести, а с какой-то другой стороны уже нет. Вот тут уже не очень она летит. Попробуем опять Эйлер. Ну, не думаю, что как-то это поможет. Да, она сильно выгибается, а потом как бы возвращается назад, поэтому происходит вот такой некрасивый эффект. Можно попробовать его нивелировать, конечно. Например, вот здесь посередине сделать вот так и посмотреть, что будет. Это все равно. Значит, давайте пока уберем этот проворот. Вот он. Вот он, здесь был проворот. Посмотрим. Ага, ну... Угу. Я туда-сюда Ctrl-Z, Shift-Z мотаю. Все же решил вернуться в самые-самые последние наши позы, где у нас вот этот вот не очень приятный эффект. И попробовать что-то с ним сделать. То есть у вас может так получиться, что после каких-то ваших манипуляций у вас анимация вот таким образом поломается. Вам нужно будет из этого каким-то образом выходить. Ну, не забывайте проверять, конечно же, Euler фильтр. Это нормально, с этим сталкиваются все аниматоры, и иногда даже приходится в таких случаях чуть ли не покадрово анимировать, чтобы избавиться от какого-то неприятного эффекта. Ну вот это точно Euler. Да. Ну вот, в принципе, я убрал этот поворот, мы вернулись к тому, что было. Но он был довольно красивый, конечно. Можно попробовать немножко его подкрутить. Но надо не забывать, что он может с этой стороны не очень смотреться. Также не забывайте, вот когда летит собака, что нужно вот и такие тоже, за такими перемещениями следить. То есть она сейчас отталкивается, как-то вот так, например. Дальше летит тоже как-то так. Ну и потом, видите, уже как-то не так красиво приземляется. То есть нужно проходиться по всем видам основным, которые будут. И ваш самый лучший союзник это другие вид с другой стороны. То есть, когда у вас уже глаз замыливается, и вам кажется, что все идеально, вы просто посмотрите с другой стороны на собаку, и вы сразу поймете, что что-то не так, вот как я сейчас это вижу. Что мне что-то не нравится. Да, к сожалению, мы уже сделали так, что ноги летают за собакой, но начали двигать ее основные позы, поэтому потом, конечно же, придется заново подвигать лапы.
А если нам прокрутить ее вот так, чтобы пузиком она сюда двигалась? Нет, тогда, конечно, у нее будет сильно двигаться голова туда-сюда. Вот, как я уже сказал, то есть я выставил несколько ключевых кадров и пытаюсь что-то с этого сделать. Если сейчас мне не понравится, вот я пытаюсь тут какие-то сделать интересные движения, то я это все дело удалю. Сейчас мне нравится, что оно вокруг таза в основном идет вращение. Нельзя сказать, что везде, но идет. И ушел этот эффект, когда таз поднимался у нас вверх, поэтому я хочу его, конечно, немножко вернуть. То есть здесь у нас он довольно резок, а здесь он резко останавливается, поэтому давайте его вернем. Ну, не так сильно. Ну вот. Вот у нас так немножко вроде как лучше получилось. Можно теперь даже сохраниться. Так, что у нас произошло с лапами? Мы же много делали манипуляций, и лапы у нас теперь передние обгоняют туловище. Так, значит, еще раз выделю. Наверное, не то. Да, то есть у нас лапы довольно просто. Просто вернем приблизительно там, где это все было. Вот, вот так вот. Вот видно теперь с этого ракурса, что собака немножко двигается ступенчато. Раз-раз. Вот раз-раз такое движение. Тоже это сейчас как будто собаку толкает кто-то. Можно прям вот так вот вдоль экрана ее немножко продвинуть сюда. Ну, в принципе, этот эффект полностью не ушел. Поэтому еще немножко ее подвинем. Ну, а теперь этот эффект здесь, потому что мы там подвинули, соответственно, расстояние везде поменялось. Попробуем ее еще вот в этом месте не так сильно поворачивать, чтобы она делала этот более резкий разворот в воздухе. То есть она пыталась с этого момента как бы догнать мяч телом, изворачиваясь. Ну ладно, где-то примерно вот мы сделали такую вот простую анимацию. Давайте сделаем, чтобы лапы задние тоже летали за собакой, хоть это и не обязательно. У нас также позбивались тут вот некоторые эти, потому что мы двинули, не так красиво выглядят. Вот, можно немножко подправить. Ну, сейчас, видите, оно как сустав стоит на месте, тоже некрасиво. Нужно этот эффект стараться избегать, чтобы не было такого, что сустав на месте как бы стоит. Значит, дальше у нас собака идет, отталкивается.
То есть я опять проставил ключевые позы. Как-нибудь так. И давайте вот выделим основные контроллеры и еще с ними поработаем. Потом к сусамам вернемся. Сейчас все равно некрасиво. Значит, собака только после какого у нас? После 8-го кадра у нас начинает отталкиваться. И вот уже в 13-м кадре она, ну, в 12-м еще у нее лапы не прямые, а вот в 13-м она уже продолжает лететь и уже тянет за собой лапы. Поэтому здесь мы можем уже немножко сделать эффект, что она тянется. Конечно, по-правильному тут нужно еще эти когти вниз опускать. То есть вот такой, чтобы был эффект, что как бы она и когтями тоже отталкивается. Но мы не будем сейчас настолько подробно делать анимацию. Только основным контроллером. Так, меня смущают вот эти штуки. Некрасиво очень смотрится здесь. Потому что нету эффекта, что они прогибаются. И я хочу их немножко подправить. Посмотрим, в какую сторону лучше. Может, даже сюда лучше. Ладно, оставим. Оставим на потом. И дальше полетела собака. Ее несколько ключевых поз. Там, какие кадры? Ну, 23-й кадр, например. Там, по-моему, 18-й был кадр. Давайте тоже сделаем. Да, 18-й. Ну и вот, так как она разворачивается, конечно же, у нее лапы стоят на месте, а собака сама крутится. Ну, давайте тоже развернем лапы ей. И, конечно же, не забываем про полвектора. Они остались у нас на месте. То есть у нас тут 8-й кадр. То есть, ну, точно как и у основных лап, мы можем сделать ключевые позы тоже так, для полвекторов. То есть, если здесь для полвекторов еще нормально, то есть небольшое идет смещение, то уже для 18-го кадра полвектора нам нужно сдвигать. Для того, чтобы у собаки лапы были в нужных местах. Ну, конечно же, сейчас я их сильно далеко отправил, то есть их надо, их впереди надо. Вот. Так, это у нас эта лапа, та лапа. Выставляем такую позу, чтобы видно было, что это, в принципе, собаке возможно. Так, там опять что-то, по-моему, крутится с эйлер-фильтром. Прошли с эйлер-фильтром. В этом месте еще лапы могут оставаться внизу. Я не буду сейчас идеально их ставить. Но вот здесь они уже, конечно же, должны... Ну, скопируем, естественно, отсюда сюда, как мы это делали. Здесь они уже должны зайти как бы под живот. Сейчас перенесу полвектора. Тоже скопирую их позиции. Ну, примерно спереди собаки. Они сейчас в раскорячку у нас, потому что слишком высоко подняты лапы. Ну и не так близко. Потому что мы под живот сильно подогнали лапы, поэтому они как бы выглядят в раскорячку. Вот, можно сделать, что собака здесь поджимает лапы под себя. И на каком у нас там дальше? 30-й у нас кадр, 35-й и тут, по-моему, 27-й. И на этих кадрах она уже будет сейчас пытаться приземляться. Опять скопируем 23-й, 27-й.
чтобы... Ну, там и так скопировано, чтобы далеко не идти. Она пытается уже... Наверное, нет, пока еще не будет пытаться. Ну, скоро уже будет, но еще пока... Блин, это глюк, наверное, какой-то был. Да, она уже ниже, поэтому, наверное, пусть уже потихоньку готовится к приземлению. Ну и сразу выставим 35-й кадр. Сейчас скопирую вначале. Да, сразу выставим уже 35-й кадр. Что как будто уже у нее лапы приземлились. Ну да, полвектора тоже, конечно, надо выставить. Вот. Сделаем так, что уже собака стоит на земле в 35-м. Потом скопируем дальше еще. Ну, как-то вот так. И сюда скопируем. Все, теперь у нас кадры почти повторяются. Ну, только немножко вот здесь неправильно. Чтобы не ездили лапы, нам нужно выставить правильно и похожие позы. Пусть пока они прокручиваются. Так как я уже сказал, что мы можем что-то менять и будут потом и лапы перемещаться, поэтому нет смысла. То есть сейчас это базовая у нас анимация. И дальше нужно только наворачивать красоту. Посмотрим, что у нас вышло. То есть мы двигали таз, торс, без всяких там ухищрений. То есть сейчас собака, конечно, деревянная, выглядит она скучно. На ней минимум движений. Можно даже так. Минимум движений и не очень красиво сейчас на данный момент смотрится. Можно сделать эффект, что она будет, конечно, вначале передними лапами приземляться, но, наверное, не будем это делать, потому что часто собака именно приземляется одновременно двумя лапами. Просто мы это сделаем, что она будет одновременно касаться. То есть примерно как вот здесь сейчас. Ну и можно сделать вот наши вот эти прогибы амортизационные. Так, я сейчас выделю просто всех, сделаю в ключевых позах. Так, здесь касается, здесь у нас уже амортизирует. Может, не так сильно, конечно. И выравнивается. Значит, у нас пока на данный момент получается вот такая анимация. Ее, как правило, называют драфтовой или блокингом. То есть, что это значит? Когда вы, допустим, от заказчика получаете заказ, мне вот нужно сделать прыжок собаки, которая будет ловить мячик. Но вы говорите, ну, эта анимация займет у меня 15 часов. Ну, соответственно, я буду это анимировать 1,5-2 дня. Да? Ну, 8-часовой рабочий день, у кого там как. Соответственно, может произойти так, что вы заказчику потратите на это 1,5-2 дня, сделаете прям идеально, все, там, пасть откроете, а заказчик вам скажет, ну, как бы все хорошо, но вообще я хотел, чтобы собака ловила мяч и приземлялась не развернувшись на 180 градусов, а на 90. То есть, ну, она там потом по сценарию должна бежать туда. Не сюда, а туда. И вы такой, ну, как бы, что делать? То есть, конечно, хорошо, если
это в ТЗ, в техническом задании не было написано, и вы можете сказать, что вот, ну извините, в техническом задании не было написано, и там может как-то вы, если заказчик порядочный, сможете договориться, он вам это оплатит. Но чтобы минимизировать и избежать таких проблем, минимизировать риски, вы должны просто, вот как я сейчас, потратив час на какую-то максимально простую анимацию, которая называется блокинг, сделать вот такое вот, как бы драфтовая вещь, скинуть, показать. Смотрите, это набросок. То есть это вообще как бы я сделал это за там, короткий промежуток времени. Скажите, пожалуйста, я в правильном направлении двигаюсь или нет? И человек уже посмотрит, скажет, да, правильно, можете продолжать детализировать. А вот детализировать будем уже в следующем видео.